Пожилая женщина по имени Мишель вела спокойную жизнь в маленьком городке. Она была матерью 3 сыновей – Эрика и Джона, родных детей, и Майка, приемного ребенка. Несмотря на то, что Мишель всегда старалась создать равные условия для всех своих детей, она чувствовала, что между ними существуют разные отношения. Эрик и Джон были заботливыми и преданными, в то время как Майк, хотя и был любимцем, часто проявлял эгоизм. Однажды Мишель узнала, что ей оставили наследство в несколько миллионов долларов. Это известие шокировало ее, но одновременно и обрадовало. Она решила, что сможет использовать эти деньги, чтобы помочь своим детям и сделать их жизнь лучше. Однако вскоре после этого ей поставили диагноз – смертельная болезнь, от которой лечение оказалось бессильным. Мишель понимала, что ее дни сочтены, и начала задумываться о том, как распределить свое наследство. В это время Майк, узнав о богатстве Мишель, начал строить коварные планы. Он решил, что лучший способ получить часть ее состояния – это жениться на ней. Он сделал ей предложение, и хотя Мишель была шокирована, в глубине души она почувствовала, что это может быть ее шанс на счастье, несмотря на все обстоятельства. Она согласилась, полагая, что, возможно, это поможет ей пережить последние дни с кем-то рядом. Эрик и Джон были в полном недоумении от поступка матери. Они не могли понять, почему она согласилась на такой шаг, и начали беспокоиться о том, что Майк может воспользоваться ее состоянием. Их тревога росла, и они пытались убедить Мишель, что это не лучший выбор. Но она была непоколебима, и вскоре назначили дату свадьбы. В день свадьбы вся семья собралась в церкви. Мишель в белом платье выглядела прекрасно, но в ее глазах читалась тревога. Когда пришло время произнести клятвы, она неожиданно встала и начала зачитывать завещание. Эрик и Джон с замиранием сердца слушали, не веря своим ушам. В нем Мишель объявила, что все свое наследство завещает именно им, Эрику и Джону. Она объяснила, что не может простить Майка за его подлый поступок и что ее решение было принято не спонтанно, а после долгих раздумий. Майк, ошеломленный и разочарованный, не смог произнести ни слова. Мишель, завершив чтение завещания, развернулась и покинула церковь, оставив всех в полном недоумении. Эрик и Джон, хотя и были шокированы, почувствовали облегчение. Они понимали, что мать сделала правильный выбор. Спустя полгода Мишель ушла из жизни, оставив все свое состояние Эрику и Джону. Майк остался ни с чем, осознавая, что его жадность и эгоизм привели к потере не только наследства, но и возможности быть частью семьи. Он понял, что настоящая любовь и забота не измеряются деньгами, и его попытка манипулировать чувствами Мишель обернулась полным провалом. Эрик и Джон, несмотря на горечь утраты, продолжили жить, уважая память матери и сохраняя ее наследие в своих сердцах. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.